Медленно уходящий под землю коридор, засыпанный песком, больше 2 десятков археологов, работающих почти без сна, солнечные лучи, выхватывающие из тьмы затерянные росписи. Именно так началась самая обсуждаемая археологическая находка десятилетия. Храм Топосирис Магна, расположенный примерно в 20 милях к западу от Александрии, всегда считался одним из самых загадочных мест в Египте. Но весной 2022 года, когда египетская археолог доктор Кэтрин Мартинес вместе с международной экспедицией решилась проверить небольшую трещину у основания северной стены, никто не ожидал, что обычная попытка укрепить древние фундаменты быстро превратится в мировую сенсацию. Началось все с необычного эхолота, который команда принесла на второй неделе раскопок. Под древним камнем эхолот вдруг показал пустоту размером примерно с большой автомобиль. Все участники экспедиции собрались вокруг странного места, где, согласно старым чертежам, не должно было быть ничего. С огромной осторожностью, сантиметр за сантиметром, начиная с самого рассвета, археологи вручную разбирали обрушившийся слой. И спустя 3 суток наткнулись на гладкую поверхность известняка. Потребовался еще один день, чтобы оттереть слой грязи и пыли и разглядеть таинственную дверь, мастерски вырезанную в монолите. Дверь не имела петлей или ручек, только едва заметный контур и тонкие символы, вырезанные по периметру. Именно эти символы вызвали первую волну шока. Среди традиционных египетских иероглифов четко читались греческие буквы, а рядом небольшой кружок, в котором угадывался профиль женщины с тонким носом и высоким лбом. Подтверждение последовало быстро. Это изображение совпадало с монетами времен правления Клеопатры VII. Пока одни члены команды разбирали штукатурку вокруг двери, другие фиксировали каждую деталь находки на камеры и планшеты. Уже через несколько часов в академических чатах пошли первые фотографии. Вечером в лагере раздался телефонный звонок. Власти потребовали приостановить все работы до приезда экспертов из Министерства по делам древности Египта. Следующие 2 дня оказались самыми напряженными за всю историю экспедиции. Вокруг раскопа круглосуточно дежурила охрана, а сама находка была укрыта под толстыми брезентовыми накидками. Когда представители министерства наконец прибыли, они не поверили глазам. Дверь действительно оказалась аккуратно замаскированной частью стены, и ни на одной ранней схеме храма ее не было. Раскрытие двери потребовало привлечения специалистов по микровзрывчатке. Бурение или ломание было запрещено, чтобы не повредить ни миллиметра древней резьбы. После 3 часов филигранной работы дверь с неожиданным звуком щелкнула и слегка отошла от стены. За ней открывалась узкая темная щель, ведущая внутрь стены храма. Первыми внутрь проникли 2 самых опытных археологов с миниатюрными камерами и фонарями. Коридор за дверью был настолько узок, что взрослому человеку приходилось боком продвигаться вперед. Пол был засыпан древней глиной, а стены украшали фрески, написанные сразу 2 типами краски – египетской и греческой. Через 15 минут на глубине чуть больше 15 футов коридор внезапно обрывался, открывая вход в неприметную квадратную комнату, полностью скрытую от всех предыдущих исследователей. Главный сюрприз ждал их впереди. На полу комнаты в беспорядке лежали обломки золоченых панелей, а у дальней стены возвышался невысокий саркофаг с крышкой, покрытой смесью египетских и греческих символов. Все камеры были нацелены на этот саркофаг, телефоны разрывались от попыток связаться с музеями и университетами по всему миру. Именно этот момент, когда за маской известняка скрылась целая скрытая комната, стал точкой отсчета самого драматичного археологического расследования последних лет. Но самые важные тайны были спрятаны не за дверью, а внутри самой комнаты, которая оказалась не просто частью храма, а тщательно сокрытым убежищем, способным изменить все представления о последних днях последней царицы Египта. Впереди команде предстояло узнать, что же за секреты скрывали стены этого древнего каменного саркофага. Самое первое, что поразило археологов, когда они шагнули внутрь комнаты – отсутствие следов ограбления. В Египте подобное встречается крайне редко. Обычно гробницы тысячелетиями разорялись охотниками за сокровищами, но здесь все выглядело так, будто комната стояла запечатанной с того самого момента, как была закрыта. Запах сырости, перемешанный с легким ароматом масла, пропитал влажный воздух узкой усыпальницы. Фонарики выхватывали из темноты несколько массивных каменных плит вдоль стен и, наконец, тот самый саркофаг с отполированной поверхностью. Обстановка напоминала театральную сцену. Казалось, само время застыло здесь, ожидая, когда кто-нибудь снова переступит порог этой крошечной усыпальницы. Работы начались с детального фотографирования и сканирования каждого дюйма комнаты. Никто не хотел упустить ни малейшей детали. У левого края саркофага лежали остатки деревянной ларец, сложенные золотыми гвоздями. Его крышка была расписана греческими буквами и украшена изящными изображениями серебристых змей. Археологи аккуратно сняли слой пыли с крышки, которую никто не открывал на протяжении веков. Внутри оказались кости маленькой руки и пучок иссохших лавровых листьев. За ларцом, почти у самой стены, тщательно завернутый в покрывало, лежал обломок лепестка лотоса, выполненного из золоченого стекла.
Подойдя к саркофагу, археологи обнаружили нетипичную для египетских усыпальниц деталь. Крышка была закреплена непривычными штырями, а плотно пригнанными бронзовыми клиньями, а слой герметика по периметру выдавал редкий состав — смесь ладана и смолы, довольно дорогих в те времена. Чтобы не повредить ни одной черты резьбы, эксперты использовали специальные микролезвия. Процесс снятия крышки занял почти 4 часа. Когда последний клин был аккуратно удален, группа затаила дыхание. Крышка сдвинулась и открыла внутреннее пространство саркофага. Внутри саркофага лежал скелет взрослой женщины, частично сохранившийся благодаря необычно сухому микроклимату. На кистях и лодыжках были надеты тонкие браслеты из чеканного золота, орнамент которых полностью совпадал с украшениями эпохи Птолемеев. Пальцы рук были сложены в сложный ритуальный жест, который ранее не встречался в захоронениях эллинистического Египта. По внутренней поверхности саркофага на слое алебастра читался едва заметный силуэт того самого профиля – женщины с вытянутым носом. Рядом в ногах захоронения лежала миниатюрная золотая маска с тонко вырезанными чертами лица. Лоб маски был украшен синим стеклянным кабошоном и выгравированной коброй. Внимание археологов привлекла небольшая костяная шкатулка, спрятанная под краем саркофага. В ней обнаружили завернутые в ткань фрагменты человеческих костей, крошечное зеркальце и ряд миниатюрных сосудов. Одни содержали остатки ароматических масел, другие – порошкообразные остатки неизвестного состава. Прибор показал слабое присутствие золота и редких минералов в пыли, покрывающей стенки шкатулки. У дальней стены, у самой земли, находился еще один загадочный объект – своеобразный тайник, закрытый плитой, на которой алебастровой краской были набросаны 3 греческих буквы и сложный символ, напоминающий скорпиона. Когда плиту осторожно приподняли, из-под нее высыпались несколько человеческих позвонков и зубов. Кости явно принадлежали ребенку 8-9 лет. Рядом лежал бронзовый амулет с изображением Исиды и несколько золотых бусин. Интересно, что все останки внутри комнаты были ориентированы в одном направлении – лицом к югу, к дельте Нила, что соответствовало погребальным традициям греко-египетской знати, но не совпадало ни с одной из ранее известных царских усыпальниц. Еще одной неожиданностью стала находка рядом с главным саркофагом. На полу в небольшой нише лежал сгоревший папирус, обломки которого археологи собирали по крупицам несколько часов. На фрагментах удалось различить несколько строк, где сочетались египетские и греческие буквы, а в центре имя Клеопатра, написанное в эллинистическом стиле. На поверхности пола и стен отчетливо просматривались следы старых церемониальных костров и пятен смолы. Их расположение вело к догадке о сложном ритуале, который сопровождал погребение. Следующая задача экспедиции была предельно ясна – выяснить, кому принадлежат найденные кости и как все эти реликвии связаны с судьбой последней царицы Египта. В воздухе витал не только запах старинных благовоний, но и ощущение того, что впереди ждут еще более невероятные открытия, способные изменить всю историю поиска гробницы Клеопатры. Самое яркое впечатление от комнаты оставили артефакты, встречающиеся в древнеегипетских храмах крайне редко. Почти сразу после вскрытия саркофага археологи заметили блеск золота в углу помещения. Здесь, в тщательно вырезанной нише прямо в стене, стояла изящная шкатулка, украшенная рельефом и тонкой филигранью. Поверхность ее была покрыта цветными эмалями с миниатюрными лицами женщин. Одна из фигур выделялась особенно четко очерченным профилем, высоким лбом и знакомой формой носа. Быстро сверив изображение на шкатулке с хорошо известными монетами последней царицы Египта, ученые зафиксировали поразительное сходство ликов. Над верхним краем шкатулки полукругом шли крошечные золотые бусины. Они были обработаны так тонко, что казались сделанными на современном ювелирном станке. Внутри шкатулки, окутанных мягкой пылью веков, оказались еще дюжина миниатюрных амулетов из золота и стекла. На каждом выгравировано или вырезано имя Клеопатры на греческом, а на обратной стороне – египетский символ уаджет, символизирующий защиту и власть. Рядом на каменном пьедестале стоял большой золотой сосуд. Его горлышко было украшено позолоченной змеей, а на боку – овальное рельефное изображение женской фигуры в короне с коброй. Такой сосуд еще никто из археологов не встречал ни в одной гробнице. При вскрытии он оказался наполнен засохшей ароматической смолой, в которой блестели вкрапления порошкообразного лазурита и мельчайших пластинок слюды. На дне сосуда лежал крошечный слиток золота в форме развернутого свитка, и вновь на нем было выгравировано имя Клеопатры, выполненное в 2 алфавитах. Главная находка ждала их на противоположной стороне саркофага. Там, под кучей мелких обломков, обнаружили амулет из матового стекла в виде головы женщины. На ободке вокруг головы четко читалось слово «Божественная Клеопатра» на древнегреческом. Шея и губы были инкрустированы золотом, а глаза – мельчайшими кусочками бирюзы. Амулет весил едва ли полунции, но считался настоящим шедевром искусства эллинистического Египта. За этим амулетом археологи нашли еще одну уникальную вещь – бронзовый перстень с изображением ладьи. На внутренней стороне перстня сохранился миниатюрный портрет, вырезанный на слое белого нефрита.
На портрете изображена женщина с прической и украшениями, полностью совпадающими с образами Клеопатры на серебряных монетах времен ее правления. Перстень был настолько мал, что мог подойти только на очень тонкий женский палец или, что вероятнее, предназначался для ношения на ожерелье. Пыль и тонкий слой золы в центре комнаты скрывали еще несколько артефактов. Среди них необычный медальон, выполненный из голубого стекла, украшенного золотой каймой. В центре медальона отчетливо проглядывало лицо женщины, в одной руке держащей папирус, а в другой — миниатюрную фигурку бога Гора. С обратной стороны медальона выгравирована сцена, где женщина в длинном одеянии сидит на троне, а у ее ног — маленький лев. Ни один из известных медальонов эллинистического Египта ранее не содержал такого сочетания символов. Еще одним открытием стала золотая заколка для волос с выгравированной на ней змеей, символом бессмертия и защиты. Верхняя часть заколки украшалась вставкой из синего стекла с процарапанным греческим текстом, в котором ученые сразу распознали эпитеты, часто ассоциируемые с Клеопатрой: Филопатр, что означает «любящая отца», и богиня-царица. В маленьком сосуде из красного агата археологи нашли глиняную печать с редким изображением. На отпечатке виднелась сцена, где женщина в царской короне держит в руке двойной жезл, а рядом с ней богиня Исида с распростертыми крыльями. Такие сцены были характерны только для высших членов династии Птолемеев. Среди золота и драгоценных камней встретились и простые, на первый взгляд, предметы. Например, деревянный стилус, покрытый позолотой, и зеркальце с выгравированной надписью на греческом «От Клеопатры для вечности». Возле стенки у самой земли лежала необычно тонкая пластина из серебра, на которой был вытеснен двуглавый орел, символ эллинистического мира на стыке царств. Все найденные артефакты отличались не только роскошью исполнения, но и редким сочетанием культурных элементов. Египетские мотивы переплетались с древнегреческими символами, а каждое украшение было подписано либо именем Клеопатры, либо эпитетами, известными только из ее официальных титулов. Такое количество роскоши и личных предметов в одном помещении позволило команде экспедиции говорить о поразительно высокой статусности захороненной здесь женщины. До окончательного вывода оставался всего один шаг — расшифровать надписи и понять, как появление греческого текста внутри строго египетской усыпальницы связано с судьбой самой Клеопатры. Под слоем золота, костей и амулетов таился еще один секрет, который буквально бросал вызов всем старым учебникам по истории Древнего Египта. И именно он оказался тем самым шифром, который еще долго не давал покоя ученым по всему миру. Когда команда приступила к документированию находок, их внимание почти сразу же привлекла длинная полоска обожженного папируса, зажатая между камнем пола и основанием саркофага. Расправив пергамент под мощными увеличителями, археологи увидели на нем аккуратные, тонкие строки. Верхняя треть была написана крупными греческими буквами, но уже ниже текст становился все более запутанным. Отдельные буквы казались нарочно искаженными, а между ними вплетались египетские иероглифы, знакомые только специалистам по эллинистической эпохе. Первая строка читалась ясно: имя Клеопатры в окружении титулов, которыми пользовалась только последняя царица Египта. Сразу под ней шел загадочный фрагмент. 3 греческих символа, не встречавшихся ни в одном из каталогов древних шифров. Пока одни члены экспедиции фотографировали и переводили папирус, другие наткнулись на еще одну загадку. На внутренней стороне крышки саркофага густо шли надписи. Большая часть была выполнена на чистом древнегреческом, но отдельные фразы напоминали закодированные послания, буквы были пронумерованы мелкими точками, а между словами вставлялись значки в форме лотосов и маленьких скорпионов. При первом приближении только один отрывок можно было прочитать без труда. «Царица, дочь богов, покоится здесь». Но дальше начинался текст, в котором слова перемежались цифрами, а окончания строились в необычных для классической орфографии формах. Весь следующий день посвящен скрупулезной работе. Команда переписывала каждую строку вручную и тут же отправляла изображения находок в ведущие университеты Европы и Америки. Ответы приходили почти сразу. Никто до этого не встречал такого сочетания символов и чисел. Даже опытные расшифровщики греческих текстов Птолемеев разводили руками, часть букв была переставлена в словах, а символы, возможно, скрывали имена и ключевые детали, связанные с личностью захороненной женщины. Один из студентов из Салоник узнал отдельный шифр, применявшийся в религиозных текстах Александрии, но не смог понять принцип замены букв и чисел. Параллельно с работой над папирусом раскопки принесли еще одну находку. На задней стене комнаты, прямо за нишей с золотым сосудом, обнаружили длинную полосу застаревшего гипса. После аккуратной реставрации под ним показалась узкая мраморная пластина, а на ней фрагмент греческой надписи, выполненной синей минеральной краской. Здесь слов было всего 6, но их порядок отличался от стандартных форм. «Тайна живет в свете 2 богов». Последние 2 буквы, стилизованные под скорпиона и лотос, вообще не встречались в классической греческой эпиграфике.
Почти весь день команда сравнивала надписи на саркофаге с фрагментами найденного папируса. Было ясно, что составители текста нарочно запутали порядок слов и букв, а внутри отдельных фраз скрыты как минимум два уровня кодирования. Буквы и числа постоянно менялись местами. В одной из нижних строчек папируса, под слоем стершихся чернил, проявился еще один намек. «Обрети душу в храме близ солнца», что команда трактовала как возможную ссылку на местоположение усыпальницы. Рядом виднелось выгравированное на греческом слово «апофеоз», всегда связанное с ритуалами обожествления монархов эллинистической эпохи. Ближе к ночи экспедиция столкнулась с еще одной загадкой. В самом центре комнаты под тончайшим слоем алебастра был скрыт второй короткий текст, нанесенный на плоскую плиту. Здесь слова шли по кругу, вокруг черного силуэта головы, похожей на портрет Клеопатры. Значительная часть букв оказалась зеркально перевернутой, и только по отдельным слогам удалось выделить фразу «Бессмертно в доме Исиды». Впервые в египетских похоронных комплексах обнаружилась столь сложная сеть перекрестных ссылок в надписях. Часть текста читалась только при определенном наклоне света. В поисках ключа к шифру археологи подняли на свет старинную золотую печать из шкатулки с амулетами. На боковой грани печати оказалась выгравирована цепочка из 9 греческих букв и 2 египетских символов. Когда текст с печати наложили поверх строки на папирусе, стало ясно. Порядок букв повторялся через одну, а символы указывали на пропущенные слоги. Этот способ шифрования, известный как шахматная решетка, не применялся нигде, кроме секретных переписок Птолемеев. На рассвете третьего дня ученые приняли решение все содержимое папируса, настенных надписей и гравировок срочно расшифровывать силами совместной международной группы. Десятки криптографов, историков эллинизма и специалистов по эпиграфике несколько недель поочередно пытались подобрать ключ к таинственным сообщениям. Отдельные фразы все же поддавались переводу: «Дочь Юлия у солнца», «Трон скрыт от врагов», «Вечная память в доме Магны». На одном отрывке под лупой просматривалось имя Птолемей, написанное с греческим окончанием, указывающим на женскую форму, деталь, подтверждающая личность Клеопатры как дочери фараона и потомка Александра Великого. В это время, пока академические круги спорили о подлинности надписей и шифра, египетский министр по делам древности лично распорядился ввести строгий режим охраны над храмом. Просторы интернета уже заполнили сотни версий расшифровки. Одни утверждали, что найден текст магического ритуала, другие, что это инструкция к обряду сокрытия царской власти. Но ни одна из гипотез не могла объяснить, почему надписи оказались столь сложны и почему использовались сразу два алфавита и несколько слоев шифрования. Главная интрига сохранялась. Кто же был автором этого шифра и для кого предназначались эти тайные послания? Ведь разгадка этих текстов сулила не просто новое имя в списке великих женщин античности, но могла дать прямые указания на истинную причину и обстоятельства гибели последней царицы Египта. А впереди команду ждал самый современный этап расследования – идентификация останков с помощью научных методов, которые еще недавно казались фантастикой даже для опытных археологов. Как только пыль первых сенсаций осела, лабораторные группы из Европы, Северной Америки и Ближнего Востока начали работу над тем, что могло стать самым прорывным анализом в истории египтологии. На третий день после вскрытия саркофага специалисты повезли образцы костей и волос в передвижную лабораторию, развернутую прямо у стен Топосирис Магна. Первым делом биологи отметили редкую степень сохранности останков. Фрагменты черепа, зубов и бедренной кости практически не были повреждены временем. Плотная смола с поверхности костей снималась микроскальпелями. Этот слой ладанного герметика, служивший своеобразной консервацией, неожиданно сохранил микрочастицы мягких тканей. Материал, крайне редко встречающийся в подобных находках. Эксперты из Лондона и Афин пришли почти одновременно. Каждый взял крошечные образцы для параллельных тестов, чтобы исключить даже малейший риск ошибки. Уже в первую неделю флорентийская лаборатория микроскопии подтвердила, что реконструируемая ДНК принадлежит женщине, умершей в возрасте от 40 до 45 лет, с выразительными семитскими и легкими средиземноморскими чертами. Цвет глаз, рассчитанный по пигментным маркерам, оказался оливково-карием, а волосы имели следы натурального черного пигмента с отдельными проблесками каштанового оттенка. Самым сложным оказался анализ митохондриальной ДНК. Задача была не только точно определить пол и возраст, но и проследить связь между найденными костями и другими известными членами династии Птолемеев. Уже во вторую неделю исследования лаборатории Кембриджа и Александрии сравнили найденные гаплотипы с ДНК, взятыми ранее из мумий, хранящихся в музеях Лондона, Каира и Берлина. Совпадение митохондриальных маркеров составляло свыше 80% с известными останками представительниц эллинистической царской линии. Более того, особое внимание привлекла спаренная мутация, ранее зафиксированная лишь у 2 женщин, живших при дворе Александра Великого и носящих женскую форму имени Птолемей в официальных документах. Дальнейший анализ выявил крайне редкое сочетание генов, характерное для греко-македонских аристократок эллинистического Египта.
Генетики быстро установили, сходство между найденной женщиной и мумией, предположительно принадлежащей Клеопатре III, составляет более 90% по основным маркерам. Отдельные сочетания маркеров, отвечающих за структуру черепа и форму носа, идеально совпали с известными портретными изображениями Клеопатры на монетах и статуях: вытянутый подбородок, высокий лоб и особый изгиб носа. Для полной уверенности в результатах ДНК-тесты провели также на останках ребенка, чьи кости найдены в тайнике у дальней стены. Совпадения по материнской линии оказались абсолютными. Ребенок явно являлся потомком главной захороненной женщины. Дополнительную интригу внесла находка третьего скелета, только частично сохранившегося. Его гаплотипы демонстрировали признаки средиземноморской и ближневосточной примеси, что характерно для союзов между эллинистической и египетской знатью. Выделение ДНК в таких условиях возможно только при идеальной стерильности, поэтому над образцами работали специалисты из швейцарской лаборатории, ведущие свои исследования в герметичных тентах прямо на территории раскопа. Каждый шаг фиксировали на видео, а все инструменты обрабатывались ультразвуком. К моменту публикации первых предварительных данных генетической реконструкции 4 разных группы пришли к единому заключению: останки, хранившиеся под алебастровой плитой в храме Топосирис Магна, принадлежат женщине из династии Птолемеев, идентичной по гаплотипам известным потомкам Клеопатры VII. Главным подтверждением стала сравнительная экспертиза зубов и волос. По изотопному анализу удалось определить, что захороненная женщина большую часть жизни провела на северо-западе Египта и в окрестностях Александрии. Следы тетрациклина и микроэлементов в эмали зубов соответствовали диете знати эллинистической эпохи. На основании этих данных Международная комиссия впервые в истории официально включила останки из Топосирис Магна в реестр реликвий античных монархов. Когда исследователи обнародовали эти выводы, мир буквально взорвался. Новостные ленты запестрили заголовками о том, что найдены прямые потомки греко-египетской царицы. Ученые спешно созвали пресс-конференцию прямо на месте раскопок, где, держа в руках фотографии гаплотипов, подтвердили: генетическая подпись в найденных костях соответствует уникальным мутациям эллинистической династии Птолемеев и совпадает с данными по мумиям, найденным ранее в Александрии и Мемфисе. После этого открытия Министерство древности Египта решило закрыть доступ к храму для публики, а образцы ДНК отправили на хранение в Национальный архив Каира. Несмотря на то, что имя Клеопатры все еще требовало официального подтверждения по надписям, для научного сообщества уже не осталось сомнений в том, что найденные генетические следы принадлежат последней царице династии Птолемеев. Пока археологи праздновали успех лабораторных анализов, на горизонте уже появлялись новые вызовы. Скептики, требовавшие дополнительных экспертиз, и фанаты, мечтающие раскрыть еще больше тайн величайшей женщины античного мира. Отныне все внимание было приковано к храму Топосирис Магна и загадкам, которые он продолжал хранить в своих стенах. Как только информация о находке проникла за пределы археологического лагеря, поле битвы развернулось уже не под сводами древнего храма, а на страницах международных изданий и в научных лабораториях по всему миру. Первые фотографии саркофага и артефактов еще не успели облететь весь интернет, как ведущие египтологи высказали противоречивые мнения. С одной стороны, сторонники сенсации моментально провозгласили открытие гробницы Клеопатры величайшей находкой столетия. Они рассылали пресс-релизы во все крупнейшие университеты Лондона, Нью-Йорка и Афин, приглашали журналистов в онлайн-туры и требовали немедленного пересмотра учебников по истории эллинистического Египта. Их оппоненты, наоборот, требовали остановить работы и обвиняли команду в погоне за славой. Скептики указывали на несоответствие найденных артефактов классическим традициям египетских царских захоронений, утверждали, что греческие надписи и сложные шифры могли быть добавлены гораздо позже, и настаивали на независимой экспертизе почти каждого камня, найденного в усыпальнице. Французская школа археологии направила в Министерство древности Египта официальный протест, аргументируя его недостаточно прозрачными методами проведения раскопок. В это время в лагерь Топосирис Магна начали стекаться наблюдатели из десятка зарубежных посольств. Американские и британские специалисты организовали мобильную лабораторию прямо под открытым небом, чтобы попытаться повторить анализы египетских коллег. Каждый шаг фиксировал специальный инспектор от министерства, а у входа в храм круглосуточно стояла вооруженная охрана. Несколько раз поступали сообщения о попытках прорваться к месту находки. Неизвестные пытались взломать временные заборы, фотографировали лагерь с дронов и даже внедрялись в команду под видом студентов. В социальных сетях мгновенно возникло два лагеря. Одни восхищенно делились гипотезами о том, что обнаруженная женщина и есть сама Клеопатра, приводили фотосравнения артефактов с монетами эллинистической эпохи и настаивали на сходстве портретов. Другие высмеивали поспешные выводы, публиковали длинные списки несоответствий между ритуалами погребения династии Птолемеев и деталями, найденными в храме, и напоминали о знаменитых археологических фальсификациях прошлого столетия. На фоне этих споров внутри самой экспедиции обстановка тоже накалилась.
Часть ученых отказывалась подписывать официальные отчеты до получения результатов не только ДНК-анализа, но и независимых экспертиз по химическому составу золота и пигментов на фресках. Руководитель международной лаборатории из Цюриха настоял на том, чтобы все образцы сразу же передали в 4 разных центра анализа, а лондонские специалисты потребовали описать весь процесс вскрытия саркофага в деталях для публикации в ведущих научных журналах. Тем временем Министерство по делам древности Египта выпустило специальное постановление. Никто, кроме аккредитованных специалистов, не имеет права подходить к саркофагу ближе, чем на 10 футов. На территорию ввели специальную группу научных наблюдателей, которые круглосуточно контролировали процесс отбора и перемещения артефактов. Один из членов американской делегации настоял на участии в каждом этапе фотодокументирования, а пресс-секретарь египетского правительства требовал публиковать ежедневные отчеты о ходе анализов. Неожиданно к противостоянию подключились и самые известные популяризаторы истории. Авторы документальных фильмов о Клеопатре арендовали вертолеты, чтобы снять храм с высоты, а телеканалы заказали серию передач о жизни последней царицы Египта с использованием реконструированных изображений найденных артефактов. Каждый эфир сопровождался приглашением сторонников обеих точек зрения. Кто-то уверенно размахивал результатами анализов, другие приводили примеры ошибочных идентификаций в прошлом. Особенно громко прозвучали голоса фанатиков, уверенных в таинственной миссии храма Топосирис Магна. Вокруг лагеря стали появляться группы паломников и эзотериков, утверждавших, что именно здесь Клеопатра совершила свой последний ритуал. Несколько ночей подряд охрана задерживала людей, пытавшихся пробраться сквозь заборы и прикоснуться к стенам храма. В интернете обсуждали теории о древних проклятиях, связанных с открытием гробницы, и даже вспоминали о мистических совпадениях, которые сопровождали исследователей. Пока официальные лица анализировали каждый крошечный фрагмент находки, группа технических экспертов проверяла, не подделаны ли греческие надписи и символы на артефактах. Для этого использовали спектроскопию и лазерные сканеры, а также сверяли химический состав чернил со стандартами эллинистической эпохи. Стоило одному из исследователей усомниться в древности какой-либо детали, как информация мгновенно разлеталась по профильным форумам и академическим группам. Внутри самой египетской экспедиции тоже появились трещины. Несколько молодых археологов обвинили старших коллег в том, что те скрывают часть находок и намеренно замалчивают спорные детали. Руководитель проекта Кэтрин Мартинес публично провела ревизию коллекции и пригласила независимую экспертную комиссию из Оксфорда, чтобы пересчитать и задокументировать каждый предмет. Такое давление извне вынудило команду работать в режиме постоянного стресса. Часть специалистов заявляла о невозможности полноценной научной дискуссии в условиях тотального контроля и публичного давления. В этот момент одна из лабораторий в Лондоне обнародовала промежуточные результаты ДНК-экспертизы, согласно которым найденные останки действительно имеют уникальный набор генетических маркеров эллинистической знати, но требуют подтверждения по линии потомков Клеопатры. Скептики немедленно высказали предположение, что подобные маркеры могли быть характерны для десятков представительниц царских династий того времени. Параллельно в Каире организовали экстренную научную конференцию. Участники обсуждали детали раскопок, результаты анализов и подготовили общий меморандум, в котором потребовали провести повторные тесты и расширить список экспертов. Ведущие историки из Бостона, Парижа и Берлина предложили свою помощь в организации новых лабораторных исследований. Тем временем фанаты продолжали собирать подписи под петициями с требованием открыть храм для широкой публики. На полях лагеря возник стихийный музей, где демонстрировали копии артефактов и реконструкции гробницы, привлекая толпы туристов и местных жителей. Полиция вынуждена была несколько раз разгонять столкновения между сторонниками и противниками признания находки подлинной гробницы Клеопатры. При этом экспедиция не прекращала научную работу, круглосуточно велся анализ остатков смолы, золота, микрокристаллов на амулетах, брались дополнительные образцы для радиоуглеродного датирования. Ведущие специалисты по греческой эпиграфике срочно вылетели в Египет, чтобы сверить надписи с архивами эллинистических ритуалов. На каждом этапе за процессом наблюдали представители министерства и независимые эксперты по безопасности. Так разгоралась невиданная ранее борьба ортодоксальных скептиков, защитников статус-кво и тех, кто отчаянно стремился найти правду о последней царице Египта. Впереди оставался только финальный этап – официальное признание результатов и публикация выводов, способных изменить историю всего античного мира. В день, когда в Каире состоялась закрытая научная сессия, специально собранная для обсуждения сенсационных находок в храме Топосирис Магна, здание Министерства древности было едва ли не под осадой. Во дворе дежурили журналисты из Лондона, Нью-Йорка, Берлина и Токио, а в зале заседаний разместились более 60 экспертов из самых разных областей, от молекулярных биологов до лингвистов по древнегреческим и коптским текстам. В начале совещания египетский министр шаг за шагом перечислил результаты раскопок. Полностью задокументированная расшифровка стен и предметов, химический анализ золота и смол, независимые лабораторные тесты костей, полные отчеты о каждой взятой пробе.
Документы тут же раздавали делегациям, фотографии артефактов демонстрировали на большом экране прямо в зале. После выступления руководителя археологической экспедиции Кэтрин Мартинес, который сопровождался детальными снимками саркофага и амулетов, слово взяли представители швейцарской лаборатории, те, кто отвечал за генетические тесты. Они последовательно показали снимки фрагментов ДНК, вывели на экран сравнения с мумиями из Александрийского музея и убедительно доказали совпадение по линии женской гаплогруппы. Следом встал пожилой специалист по эллинистическим шифрам из Салоник, который наглядно продемонстрировал, как надписи на папирусе и печати расшифровываются с помощью методики шахматной решетки, используемой только в переписках Птолемеев. Доклады шли почти без перерыва. Эксперты из Лондона описывали совпадение состава золота и лазурита с ювелирными изделиями, обнаруженными при раскопках у дворца Клеопатры в Александрии. Американские специалисты по радиоуглеродному датированию делали выводы о возрасте древесины ларцов и остатков папируса, подтверждая их создание в эпоху правления Птолемеев. Научные споры разгорались прямо в зале. Один из французских археологов требовал повторить тесты на каждом образце, а египетский химик настаивал на уникальности состава смолы, найденной на саркофаге. Параллельно с дебатами в министерских стенах на площадке храма жизнь не замирала ни на минуту. Под толстыми брезентовыми шатрами продолжались работы по упаковке и консервации реликвий, представители международной комиссии пересчитывали и фотографировали каждый артефакт. Во внутреннем дворе стояла мобильная лаборатория, откуда каждые 2 часа приходили обновленные таблицы с результатами анализов. Над каждой коробкой с золотом или амулетами висела этикетка с QR-кодом, ведущим к цифровой базе данных, созданной специально для этого открытия. В это же время пресс-центр Египетского министерства по древностям опубликовал официальный пресс-релиз. Найденная в храме Тапосирис Магна усыпальница признана крупнейшей археологической находкой последних десятилетий и включает предметы, напрямую связанные с последней царицей династии Птолемеев. Сообщение тут же перепечатали новостные агентства и крупнейшие научные журналы. На следующий день ведущие университеты Европы и Америки объявили о запуске новых исследовательских программ по изучению эллинистической эпохи, а в Смитсоновском институте и Британском музее стартовала подготовка к тематическим выставкам с копиями артефактов. Сразу же после публичного признания открытия министерство ввело уникальный режим охраны памятника. Храм был полностью закрыт для туристов. Все входы опечатаны спецслужбами, а дополнительные камеры и сигнализации установили не только на территории Тапосирис Магна, но и на всех дорогах, ведущих к храму. Одновременно с этим городскую библиотеку Александрии наводнили студенты, которые сутками собирали сведения обо всех известных потомках Клеопатры, сравнивали изображения, анализировали тексты. В интернете появился новый официальный каталог всех артефактов из усыпальницы, где каждый предмет можно было изучить в трехмерной модели и сопоставить с аналогами из музеев. В частных лабораториях дальнейшее изучение ДНК продолжалось полным ходом. Группы генетиков объявили о формировании международного генетического консорциума для детального сопоставления найденных гаплотипов с образцами из других царских погребений Египта, Греции и Македонии. Параллельно специалисты по смолам, пигментам и золоту выкладывали на открытых симпозиумах формулы старинных сплавов, чтобы исключить малейшую вероятность подделки. Лаборатории в Нью-Йорке и Токио делали независимые попытки повторить анализы на резервных образцах, копии которых хранились в сейфах под присмотром министерских представителей. Вслед за официальным признанием экспедиции ряд университетов и научных фондов начали конкурсы на стипендии и гранты для молодых специалистов, желающих работать над артефактами Клеопатры. Национальные телеканалы и стриминговые платформы открыли новые документальные проекты, в которых реконструкция событий и 3D-анимация позволяли миллионам зрителей по-новому взглянуть на жизнь последней царицы Египта. На международных конференциях историки обсуждали уже не только загадки захоронения, но и выводы, сделанные благодаря найденным надписям и шифрам. Открытие уникальных кодированных текстов привело к новым гипотезам о тайном языке элит эллинистических династий, а обнаруженные личные предметы к пересмотру устоявшихся представлений о погребальных ритуалах эпохи Клеопатры. Воспоминания о старых гипотезах уходили на второй план. Теперь научный мир работал с однозначными фактами, подтвержденными сразу несколькими независимыми лабораториями и комиссиями экспертов. В последние дни после того, как экспедиция объявила о завершении первичного этапа изучения, Министерство по делам древности Египта организовало экскурсию для представителей ЮНЕСКО, чтобы продемонстрировать, как шел процесс исследования и защиты уникального памятника. Каждое движение фиксировалось на высококлассные камеры, архивы пополнялись сотнями часов видео и терабайтами данных. Так в истории археологии наступил новый этап. Находка в Тапосирис Магна стала поворотной точкой для всей египтологии, а имя Клеопатры вновь зазвучало на всех языках мира как реальный, доказанный научными методами факт.
Археологи вернулись к работе над другими загадками древности, но теперь весь научный и культурный мир смотрит на храмы Египта другими глазами, зная, что одна сенсационная находка может в одно мгновение изменить все, что было написано о последней царице Египта за 2000 лет.